Что, мы идем к споту. Хорошо, что здесь немножечко протрачено. На место подойти несложно. Немножко спорта, а потом будет немножко кайфа. Мы попадаем в мой любимый кулуар на Роза Хутор. Я пытаюсь промчаться по нему, точнее проползти, потому что слева, метров 30 обрыв. Ползу, и здесь вот уже начинается что-то похожее на какой-то спуск. Лютая скорость, но я вроде как еду аж первым следом. Вот здесь есть небольшая щеля, где можно дропнуть. О, да. Врываюсь в суицид сразу же. Показываю дроп и почему-то не прыгаю. Вероятно всего упал на задницу. Еще один дропчик между скал. Как мне было там страшно, просто ужас. Здесь молчу, как удав. Даже не пискнул. Раскатываем еще какие-то кулуары на Роза Хутор. Слева посмотрите, там трассы. Выезжаю с кулуара, а слева трассы идут. О, боже мой. Один из лучших проездов за этот сезон. Первым следом. Лютейший кайф. Бэм, бэксайд трешечка. Как много пухляка вообще в тот день было. А вот здесь мы уже ездим в самой крайней части Роза Хутор, когда весь снег абсолютно заканчивается на курорте, люди тропят дорогу сюда. Соответственно, здесь уже там следов 15 мы можем видеть, но весь остальной курорт, он искатан. То есть это такой секрет спот, даже его назвать не могу. Вводят его чаще всего только гиды, когда реально все искатают на курорте. Как же хорошо, и здесь по щам получаю от веточки. Но слава богу, с камерой все окей. Продолжаем путь, продолжаем кайфовать в этот нереальный день. Дабл дроп, бэм. Незаметно, конечно, на видео, но он там был. Вот это, кстати, дико опасная ситуация. Я здесь хлебанул снега. Все нормально? И вообще полетел головой вниз. Там жестко было по этим плавникам. Как На самом деле очень сильно испугался и хлебанул снега и полетел головой вниз, но все обошлось. Вот это просто матрица. Между этих елочек вжигаю. Это, кстати, небольшая скорость для меня. Бывает и быстрее, но вот здесь от первого лица можно вообще прям кайфануть, да? Опасное это наслаждение, потому что в такой ситуации больше адреналина получаете. Больше скорости, гуще лес, а здесь какая-то щеля. Что мы делаем с щелей? Перепрыгиваем ее. Какой-то лютый дроп. Вообще мне на самом деле тоже было страшно прыгнуть его. Вот, посмотрите, скорость какая. Бам-бам-бам. Здесь я чуть башкой реально не собрал. Просто как вот в боулинг чуть ли не сыграл, своей головой не собрал это дерево. Вот сейчас мы уже начинаем ехать в сторону Газпром, в сторону Альпики. Со стороны Роза Хутор. Вот этот ручей, который находится между Роза Хутор и Альпикой, это мой самый большой дроп вот на этом маршруте. Я его прыгал всего 2 раза в своей жизни, и сейчас будет мой второй прыжок. Да, я расстроился. Так корявенько уехал, но пролетик вообще бодрый. Посмотрите, какая сложная трасса. Но несмотря на это, даже я какие-то трюки, что ли, пытаюсь сделать. Роберто рвется тоже вперед спереди. Тоже пытается трюкачить. Делает какой-то дропчик. Кстати, видите, вокруг камни, вокруг ручей. Но мы врываемся в довольно таких хороших ходах. Все равно, на самом деле, ползем. Но если вы там проедете 10 раз по этому маршруту, вы просто будете неистово выжигать. Это маршрут, который позволяет нам спуститься до самого низа, прям до Макдональдса на Роза Хутор. Посмотрите, слева действительно очень опасно. Если вы вдруг по какой-то случайности туда упадете, вы там и останетесь, откопаем вас весной. Так ты сюда прыгаешь. Роберто что-то упал на какой-то лед. Я говорю: Роберто, посмотри, сколько пухляка, что ты тупишь? Обгоняя его, мчу вперед. Да, время деньги. Посмотрите,
Что там слева, конечно, у нас происходит. Но мы уже знаем этот маршрут. В принципе, мы уже на релаксе едем, кайфуем, высматриваем, может быть, какие-то живность какая-то нам попадется. И вот один из самых экстремальных участков этого маршрута. Не дай бог вы сюда на ходах вылетите, друзья, я вам не посоветую. Ну, как бы, Роберто же шел первым, и я ему говорю: Роберто, я уступаю тебе дорогу, you can go, ты можешь идти первым. Я пока постою, подожду, перекурю. Вот, но что-то он не захотел сюда ехать. Пришлось прыгать самому. Да, вот этот участок трассы, его по-другому не объехать. Не проползти, не объехать. То есть вон, видите, справа водопад, и слева надо 100% прыгать. И то вот прямо сейчас в этот день еще снега реально много. То есть там можно нормально на жопу упасть без проблем. И вот здесь дальше не такой уж и простой участок, здесь нужно прям перепрыгивать ручей. Но вот по-другому других вариантов нету. То есть надо разогнаться, бахнуть, и главное вон туда направо не упасть. Вот при мне были люди, которые реально туда падали, прям спиной вниз. Ну ничего, живы-здоровы, как бы мы рядышком были. Вот здесь тоже опасный такой участок. Не дай бог, если остановитесь, можно провалиться туда, либо налево уйдете, тоже можно провалиться. Но в целом мы ползем, снежок мягенький присутствует, мы за счет него ускоряемся, контролируем скорость. Вот. Но это, видите, для моего уровня кажется, что все типа, ну, лайтово проезжается. На самом деле любая ошибка может привести к тому, что вы как рыбкой в прорубь нырнете налево, либо что-то может осыпаться и так далее. Вот. И, кстати, вон впереди уже мост виден. Это мост, который соединяет Роза Хутор и Газпром. Все, мы уже его как бы прошли, этот мост, забрались наверх. Посмотрите, сверху идет стрела. Это уже участок вообще, ну, то есть, избранные только знают про этот маршрут. Мне самому его показали ребята. И вот здесь мы можем как раз-таки спуститься прямо до самого низа. Посмотрите, снега реально много. Необходимо перейти пешком через дорогу и дальше продолжить спуск. Четко. Слушай, ну тут когда снежка много, здесь как вкусно. Просто. Продолжаем движение, и вот сейчас уже, судя по тому, что творится слева-справа, снега становится все меньше. Скоро нам придется джибить по каким-то веткам, деревьям. Это просто такой, знаете, для нас сноупарк естественного рельефа. Все, посмотрите, что происходит вообще. Слева-справа, куда по сути ехать. Все, я уже присел на жопу, потому что действительно страшно. Здесь я решил, ну, что-то адреналина совсем мало, проедемся по какому-то заваленному дереву. Здесь меня начинают ускорять, я уже не совсем понимаю, что я творю. И, ну, как бы просто ищу места, где чуть-чуть больше снега. Жопой можно просто на пучок сесть. Что за трэш был в тот день, реально, я не соображаю вообще. Я сейчас комментирую этот видос и не понимаю, что за херню мы творили. Снежит, вывозим дрова. Мне кажется, это был где-то, ну, март месяц, представляете? Снега просто выпало много, и у нас реально появилась возможность прям до низа спуститься. Это был очень крутой день. Какой кайф, да?